Приветствую вас, дорогие мои друзья. Я на которой в США Энна. Не удивляйтесь, что у меня при температуре 35 градусов на улице у меня здесь шарфик. Недавно, дня 3 назад я вернулась с Майами, и 10 часов в машине за рулем, и меня, конечно, естественно, под кондиционером продуло. Поэтому вот сижу даже при 35 температуре, сижу с шарфиком, но вот так легче. И не болит у меня плечо, которое продутое. Сижу я на своем бэк-ярде, сейчас вот поставлю, пью кофе, смотрю за собачками. У меня нет завтрака, вот только такая чашечка кофе, нет завтрака. Я не завтракаю уже много лет, не знаю, это правильно, неправильно. Иногда мы с мужем ходим в ресторан рядом здесь. У меня было шортс про этот ресторанчик, и завтраки себе заказываем. И вот это мой завтрак бывает, раз в неделю. Это, наверное, мы посещаем этот ресторанчик на берегу океана, там, где симпатичная официантка. Вот, и это мой завтрак. Иногда, редко бывает, муж готовит завтрак американский. И я тоже пробую его, немного кушаю. Завтрака у меня как такового нет. Только кофе. Это вот так о своей жизни, потому что иногда мне девочки пишут, говорят, рассказывай о своей жизни, как у тебя утро начинается, что ты делаешь в течение дня. Ну вот я пробую же свой канал немножко переформатировать, сделать его как канал влогера, то есть делать влоги, не видео, а влоги. Это вот моя следующая попытка, уже 3-я попытка делать влог. Поэтому, если что-то у меня не получается, извините, пишите мне мои ошибки. Буду очень благодарна вам за это. Хочу вам рассказать, почему я так долго была за рулем. 10 часов в одну сторону, 10 часов в другую сторону. Я назову это видео «Прощай, Майами, возвращайся обратно вглубь деревню, в Пенсаколу». Ну, все уже поняли, что моя дочь вернулась обратно ко мне. Так вкратце я расскажу, почему. Все одно и то же, все везде одно и то же. Это очень дорогая аренда жилья. Недавно я услышала, что медсестры в Майами сделали протест. Или повышаете зарплату, или уменьшаете, делаете что-нибудь для того, чтобы уменьшить арендную плату. Комната стоит 1800. 1800 комната в доме. Правда, дом хороший, новый, но 1800. Койка стоит 500, то есть 550, то есть ты живешь в комнате с девушкой, будешь платить 500, то есть у вас одна комната на двоих. А комната отдельная с ванной и отдельная с ванной 1800. Раньше за эти деньги можно было снять апартмент на берегу океана, на первой линии. У нас можно было заснять шикарный дом. И сейчас можно. В Пенсаколе комнаты стоят 750, 800, 900, 650. Комната с отдельным в доме, с хозяйкой. Ну, отдельной будет ванная, душ в ванной будет отдельный, баструм отдельный. Ну, соответственно, кухня будет вместе с хозяйкой этого дома. Сколько в апартаментах, я не знаю, не смотрела. Но у нас в основном здесь сдают свои дома, русские своим русским, русскоговорящим. Поэтому я цены более-менее знаю по Фейсбуку. Так что вот такие цены в Майами по сравнению с Пенсаколой. Но оплата по Флориде минимального часа она одна и та же. Но может быть чуть-чуть в Майами там на $1 выше. Но что такое $1, если у тебя оплата жилья в 3 раза больше? Поэтому это не решает проблему. Конечно, основная причина возвращения из Майами — это была очень высокая арендная плата, и поэтому, конечно, денег на жизнь не хватает. Тогда какое имеет значение, где сидеть дома, в Пенсаколе или в Майами, если ты не можешь себе ничего позволить. Поэтому хочу предупредить
тех, кто собирается вот эмигрировать в Майами, то есть это первая эмиграция в Майами, ну, подумать, прежде чем на такой шаг идти. Я сама мечтала переехать в Майами однажды, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, эти планы пока мы перенесем, пока отложим, подумаем попозже об этом. Пенсакола город небольшой, развлечений здесь немного, но самое большое лучшее развлечение, куда всегда можно пойти, это пойти на океан. Пока пойти на океан, искупаться, у нас есть лодка, поплавать по океану на нашей лодке, по волнам, покачаться на волнах, погулять с собаками. Вот такие развлечения. Съездить в мол в Фолли. Фолли это где-то 45-35 минут от нашего дома. До Фолли съездить в мол, очень прекрасный, хороший шопинг там, красивые магазины. Ну вот и все, так скажем, развлечения. Зимой приезжают к нам труппы театральные, можно сходить в театр зимой. Летом, в общем, у нас все вокруг воды. Все, что касаемо с океаном и водой. Это все, что может нам предложить наша Пенсакола. Майами, конечно, повеселее, город побольше, развлечений побольше, но я думаю, что комфортно там жить тем, у кого есть больше $3000 в месяц. Я где-то больше $3000 в месяц, я думаю, что даже $3000 в месяц это вот прям хватает еле-еле, чтобы выжить. А нормально это начинается от 5, 6, 7 тысяч долларов в месяц. Если у вас есть такая сумма, если вы можете заработать такую сумму, то добро пожаловать в Майами. Где-то я слышала, что даже 10 это кое-как хватает. Ну, конечно, все зависимо от того, насколько человек может разогнаться в получении удовольствия от жизни. Если вы не можете заработать больше $3000 в месяц, значит, делать в Майами вообще нечего. Только Пенсакола. Хочу дать небольшой совет тем, кто все-таки решился эмигрировать в Майами, то есть это его первая иммиграция, сразу прям вот сразу прям с границы и прям в Майами ехать. Хочу вам дать совет один. Конечно, будет лучше, если вы поедете в русскоговорящее комьюнити, русскоговорящее сообщество. Да, там могут быть моменты такие, вы увидите, что русские дерут деньги, ну, русскоговорящие дерут деньги. Это те, которые давно приехали, продали, я уже как-то говорил, продали свои квартиры в Москве дорогие, купили недвижимость, заработали за это десятилетие комфортно денег, и сейчас строят дома, и вот так повысили цены, не просто заоблачно, что за комнату 1800. Да, конечно, это есть, и это неприятно, но все-таки это лучше, чем если вы будете общаться с испаноговорящими. Там вас вообще не поймут, менталитет другой, там люди будут сражаться за место под солнцем, потому что Майами это, не забывайте, что это все-таки больше эрия испаноговорящих. Вот. Америкой, в общем-то, американцы сами не любят Майами. Американцы не считают этот город, ну, немножко своим. Да, они, конечно, считают своим, но не настолько, чтобы прям вот поедут отдохнуть, поедут сделать пати, поедут повеселяться с подружками, но не будут там жить. Если будут жить, то будут жить, возможно, в городах, которые рядом с Майами, небольшие городки. Также и русские живут, русскоговорящие, все время русские, нет, не обязательно русские, русскоговорящие живут в городках, это Форт Лодердейл и других, не в самом Майами, в самом Майами живут испаноговорящие. Поэтому, может быть, кто-то задумается
сейчас принимают решение, куда эмигрировать. Это всегда сложно думать. Я тоже помню себя, как я думала, куда мне переехать, в какой город. Мне нужна была информация, чтобы посмотреть, смогу я, не смогу там жить. Очень важно, конечно, очень важно климат. Если климат подходит, считайте, что это уже 50% успеха. Потому что когда вы в комфортном климате делаете, там свои задачи выполняете, это, конечно, вам помогает. А когда климат вам не подходит, если жара вам не подходит все время, как вы можете работать на улице, если первая работа у вас будет, вот у мужчин будет всегда, это то, что на улице. Стройка. Если вы будете на стройке работать не в кондиционере, а на стройке работать и весь свой рабочий день при жаре 35 градусов и при высокой влажности, конечно, вы не сможете, вы не сможете зарабатывать себе деньги на жизнь. Хорошо тем, у кого уже сложен онлайн-бизнес, и он может, ему все равно где жить, но Майами он выбирает просто как комфортное место для жизни, веселое, красивое, вечный отдых, вечный vacation. Если у него есть стабильный заработок онлайн, то почему не Майами? Конечно, Майами это одно из лучших мест и красивейших мест. Поэтому вот такие мои советы. Хочу вас попросить, предложите мне какие-то темы. Я в ведении влога новичок. Всего вам хорошего, мои дорогие друзья. Будьте доброжелательны. Увидимся в следующем влоге.